Привет, дорогие друзья, одноклассники, однокурсники, земляки со всего бывшего Советского Союза и просто старые, хорошие, добрые товарищи. Сегодня наш выпуск необычный. Мы будем коптить все подряд. Рыбу, сало, говяжьи ребрышки. И все у нас получится очень хорошо, очень вкусно. Потому что я знаю и поделюсь с вами сегодня секретами, которые обычно принято беречь про себя. Итак, секрет номер 1. Вода для рассола непременно должна быть кипяченой. А здесь у меня будет рассол для говяжьих ребрышек. О, еще какой рассол! Но начинается этот рассол, как ни странно, с сахара. Говяжьих ребрышек у меня 4,5 килограмма. Ну, можно сказать, что 5. Так вот, даю вам расчет на 5 килограммов говяжьих ребрышек и, соответственно, 5 литров рассола. Запомнили? Сколько килограмм говяжьих ребрышек либо другого мяса, столько же литров рассола. 250 грамм сахара. О, сейчас начнется, как же так? Рассол и здесь сахар. 100 грамм соли. Обычной поваренной соли. 50 грамм. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть соли нитритной. Знаете, для чего она необходима? Для того, чтобы говяжьи ребрышки, после того, как их просолишь и закоптишь, могли храниться достаточно долго, чтобы не было необходимости съесть их сразу и сейчас. Ведь копчение, как метод заготовки продуктов, как раз и предназначался для их сохранения. Так было всегда. Ну а теперь специи. Да, я копчу ребрышки и другое мясо после того, как они полежали в рассоле со специями. Мясо становится необыкновенно вкусным. Я раскрою перед вами секрет. Ну, вот, во-первых, несколько лавровых листиков и несколько бутончиков гвоздики. Черный перец. Ну, чуть меньше 1 столовой ложки черного перца. С зернышками хвоя от можжевельника, либо от туи. Да, эта хвоя тоже может выступать в виде замечательной специи. Придает очень классный лесной аромат. Знаете, мясо получается таким же вкусным, как получается самая лучшая, самая вкусная дичь. Розовый перец. Нет, чистого розового можно взять вместе с другими перцами. С белым, черным, не знаю, что попадется. Но розовый перец дает своеобразный, очень интересный вкус мясу. Однако, прямо главная нота – это кориандр. Семена кориандра. Целых 4 столовые ложки кориандра я опускаю в рассол. Но и это еще не все. Нет, далеко не все. Целая головка чеснока. Но для того, чтобы чеснок как можно скорее отдал в рассол свой аромат, свой запах, я давлю каждый зубчик. Да, вот очень просто. Взяли и вот так. Из кастрюли уже пахнет просто волшебно. Замечательно пахнет из кастрюли. И сейчас вода уже немножко остыла. Я думаю, сейчас она имеет температуру градусов 70-80. Но ребрышки только что из холодильника. Считай 5 градусов, может быть 10 градусов температура у этих ребрышек. Поэтому, когда я опущу 5 килограммов ребрышек в 5 литров рассола, температура в итоге получится градусов 50-55. Именно такая температура мне и нужна для просолки ребрышек. Вообще-то говоря, конечно, можно этот рассол поставить куда-то в прохладное место, а потом и вовсе в холодильник. И для того, чтобы ребрышки как следует просолились, понадобится дней 8, а может быть даже и 10. Уж никак не меньше 8 дней. Примерно столько же времени будет солиться сало. Сало солится 9-10 дней, даже если его нарезать не слишком толстыми ломтями. Ну, вам понятно, да, какое сало я беру? Это, разумеется, курдюк. 2 вот таких кусков мне хватит надолго. И их можно солить практически без меры. Я просто беру соль, натираю, с другой стороны, с боков непременно так, чтобы весь курдюк
густо и обильно был покрыт солью. Теперь вам понадобится либо аппарат для вакуумной упаковки, либо обычные пакетики. Знаете, такие бывают, с молниями продаются. У меня таких нет, поэтому я поступаю гораздо проще. Вот есть у меня аппарат для вакуумной упаковки. И прекрасно. В него закладываем эти замечательные ломтики курдюка. Теперь пусть аппарат вытянет весь воздух, и точно так же спаяем пакетик и с другой стороны. Знаете, вот в этом пакетике сало просолится уже гораздо быстрее. Не за неделю, может быть, дней за 4-5, если держать его в обычном бытовом холодильнике. При температуре плюс 5, плюс 8 ничего страшного с салом не случится. Ведь вокруг него уже довольно много соли. А соль очень мощный консервант. Но если пакетик с салом доубрать в горячую воду и поддерживать температуру этой воды на уровне 50-55 градусов хотя бы часиков 10, то сало ровно за это время и просолится, а мясо промаринуется за то же самое время. Я знаю, что у многих любителей кулинарии уже появились термостаты для приготовления методом су-вид, то есть сначала вакуум, а потом в термостат. Но я знаю, что очень многие мультиварки сегодня уже обладают точно такой же функцией. Вы можете выставить необходимую температуру 50 градусов, 60, 70 градусов. Но 55 для говядины будет просто отлично. И теперь я раскрою вам еще один секрет. Если мы поставим вариться вот эти самые говяжьи ребрышки в обычном кипятке, понадобится, может быть, часа 2, чтобы они стали готовыми. Но если подняться высоко в горы, где вода кипит уже не при 100 градусах, а, скажем, при 90, то эти же самые говяжьи ребрышки понадобится варить уже часа 4. И чем ниже температура, тем дольше придется варить. А что, если понизить температуру сразу в 2 раза, до 50 градусов, 55 градусов? Тогда говяжьи ребрышки необходимо готовить. Это уже не отваривание, это уже совершенно другой метод приготовления. Их придется отваривать часов 10, либо 12. Но все эти 10 либо 12 часов процессы просолки и маринования будут происходить в этой кастрюле гораздо быстрее. Я уже говорил вам, что если держать в холодном рассоле, то говяжьи ребрышки понадобится держать хотя бы 8-10 дней. Столько же понадобится держать сало в сухом месте. А при температуре 50-55 градусов все происходит гораздо быстрее. Только из всего. Плюс говяжьи ребрышки и сало приобретут особую консистенцию. Они станут необыкновенно нежными, необыкновенно вкусными. Но это я здорово вперед забегаю. Но я уже слышу, как хлопают двери. Это из чата выходят те люди, которые скажут, где мне взять такую аппаратуру, у меня такой аппаратуры нет. Ты, Старик, научи нас чему-нибудь попроще. Спокойно. Ребята, сейчас мы будем засаливать. Перед копчением положено рыбу засолить. Да-да, мы будем засаливать рыбу. Вот здесь у меня рыбы 2,5 килограмма. Знаете, сколько рассола у меня пойдет на эту рыбу? 2,5 литра. И в эти 2,5 литра рассола я опустил 500 грамм соли. Запоминайте эту пропорцию. 2,5 литра рассола на 2,5 килограмма рыбы. Если у вас рыбы будет 3 килограмма, значит рассола понадобится 3 литра. Если у вас рыбы будет 2 килограмма, значит рассола понадобится 2 литра. Ну а соль точно так же меняем пропорционально. 500 грамм, 600, либо 400. На 2,5 килограмма рыбы 500 грамм соли. Не спорьте со мной. И особенно не спорьте насчет сахара. 180 грамм на 2,5 килограмма рыбы. Ну а дальше обычная арифметика. Мы же с вами ее хорошо учили в школе. Что-то осталось? Рыбу я заливаю холодным рассолом. Но эта вода была кипяченая. Прокипятили,
остудили, в ней нет гарантированно никаких бактерий, развели в ней соль, теперь в этой соли никакие бактерии развестись не могут, развели в ней сахар, это нужно для улучшения вкуса рыбы, и заливаем рыбу рассолом. Знаете, вот рыбу не нагревать, не ждать 10 дней не надо. Рыба вот такой толщины просолится часов за 5-6. Если она будет потоньше, часа 4 достаточно. Ну а дальше вы все понимаете. После того, как рыба просолится, одним словом, через 5-6 часов, ее необходимо будет подвесить на крючок и дать ей как следует просохнуть. Увидимся завтра! С добрым утром! Вторая часть нашего балета. Сейчас все будем коптить. Но пока что я хотел бы напомнить, что каждый выпуск нашего шоу проводится розыгрыш моих 6 книг между комментаторами. Пишите комментарии, пожалуйста. И я предвижу, о чем напишут комментаторы уже скоро, уже прямо сейчас. Потому что знатоки кулинарии, что ни говори, у нас есть. Их достаточно. И они мне напишут про нитритную соль. Значит, поясняю. Я, разумеется, брал не нитритную соль в чистом виде. Разумеется, это уже разведенная соль, где самой нитритной соли среди другой соли от силы 0,5%. И даже такую соль я развожу в 3 раза. То есть 2 части обычной соли, а 1 часть вот этой самой нитритной, которая, вообще-то говоря, что в колбасу, что во все вот эти мясные изделия сыпят почем зря. Я сыплю в 3 раза меньше, потому что у меня нет нужды, чтобы вот это мясо, к примеру, простояло у меня на прилавке полгода. Нет, как съедим, так и съедим. Поэтому совсем немного нитритной соли достаточно для того, чтобы мясо сохранилось в очень хорошем виде. Курдюк, в принципе, уже хоть сейчас бери, нарезай и ешь. Он стал и мягкий, он уже и простолился. И мясо, в принципе, тоже уже можно взять, да и съесть. Но с частью мяса, особенно вот с этими очень жирными говяжьими ребрышками, я поступлю особо. Ну, во-первых, их необходимо точно так же насадить на шампур, потому что коптить я буду не в коптилке. Коптить я буду, будете смеяться, вот в тандыре. Мы разогрели тандыр, сейчас он градусов 90, стоит открытый, прохладится градусов до 80, 75, вот тогда и начнем. Это мясо и курдюк я оставлю в чистом виде, как есть. А вот это мясо я обмажу специями. Это особый подобранный мною набор специй, зачитываю. Здесь есть черный перец, ну, скажем, грамм 20, кориандра граммов 10, можжевельник, ягоды можжевельника растертые, всего лишь навсего 2 грамма, достаточно. Перец чили, острый, жгучий, 1,5 грамма. Соль 18 грамм, сахар 18 грамм, сухой чеснок 2,5 грамма. Любите граммовки, да? Вот я вам диктую эту граммовку, записывайте. Имбирь, пажитник по вкусу, потому что и имбирь, и пажитник бывают довольно разными. Но если я прям вот так вот обсыплю вот это уже просохшее и остывшее мясо, эта смесь не прилипнет. Поэтому я беру готовый корейский маринад. В принципе, можно было бы взять и томатную пасту. Вот турки обычно берут томатную пасту, смешивают с подобным набором специй и обмазывают мясо для того, чтобы получилась вот эта самая бастурма, которую продают везде. Да? А мы сейчас перемешаем, и у нас получится такая густая масса, которая очень легко намажется на мясо и не будет спадать. А кроме того, этот маринад сам по себе достаточно вкусный. Перемешиваю, но как-то получилось слишком сухо. Пожалуй, что добавлю вот этого густого маринада еще немного. Вот теперь получилось то, что надо. А пахнет как вкусно, пахнет как аппетитно. Здесь и мясо само по себе это ароматное. Да еще вот этот густой маринад. Ох, и вкуснятина же у нас получится.
если обмазать этот кусок мяса со всех сторон, подвесить на веревочку, пусть высохнет, так, чтобы мазь просохла и мясо внутри тоже просохло. Но мы пойдем другим путем. Мы будем коптить, и копчение у нас будет не горячее и не холодное, а нечто среднее. Смотрите внимательно, и вы все поймете. Рыба просолилась в течение 5 часов, а после этого просыхала, разумеется, в холодильнике. Сейчас ее поверхность практически сухая, но как бы мы ее ни пытались подвесить на крючок или надеть на шампур, она под собственным весом прямо внутри тандыра может развалиться на части. Поэтому я поступлю вот как. Я разрезаю рыбу строго пополам. Теперь складываю вот так вот вальтом, и у нас получается относительно ровный балык. Можно, конечно, перевязать его бечевкой, как колбасу перевязывают, но у меня есть колбасная сетка. Я сейчас просто-напросто обую эту рыбу в колбасную сетку, и нам ничего не страшно. За сетку подвешивай, хоть на крючок, хоть на шампур насаживай, рыба останется целым куском. Лишнюю сетку можно обрезать, пригодится еще перевязать ее узелком, кстати говоря. Ну а этот край на крючок, и все, рыбка будет висеть и никуда не денется. Все получится очень красиво и, самое главное, очень вкусно. Можно заниматься тандыром. В тандыре сгорело пару поленьев дров, потом туда положили немного угля, и теперь все топливо, все то, что может светить алым светом, мы должны убрать. Но не убрать из тандыра совсем, а посмотрите, как у меня устроен тандыр. В нем же, как бы это сказать, 2 этажа. То есть вот один этаж для топлива и один этаж для поддувала. Теперь я все эти тлеющие угольки подкладываю именно в поддувало. Тандыр уже достаточно прогрет, может быть даже чуточку лишнее. Итак, весь уголь оказался вот там, под решеткой. Понимаете, он уже практически не светит на те продукты, которые будут коптиться внутри тандыра. Но я ставлю еще одну решетку. Уж через 2 решетки ни один лучик вот этого малинового света, который, собственно говоря, и греет мясо очень сильно, не пройдет. Пройдет только теплый дым. Откуда же возьмется дым? Думаете, от углей? Да нет, ничего подобного. У меня вот здесь есть несколько таблеток ароматных стружек, прессованных. Я буду подкладывать эти таблетки прямо на угольки. Но только я не буду им давать сгорать полностью. Как только они почернели, я их буду заменять на свежие. Потому что когда опилки и стружки начинают давать дым, этот дым имеет желтый цвет. И он садится буквально с золотом, что на рыбу, что на мясо. Но когда эти стружки почернели, он садится дегтем. Буквально красно-черным дегтем, который горчит. И явно деготь гораздо вреднее, чем вот эта золотистая, очень приятная на вкус и тонкая по аромату копоть. Ну что, начали? Опускаем ребрышки, опускаем курдюк. Курдюк не случайно выше всего, как можно дальше от угля. Ну, можно, конечно, подумать, что здесь-то и будет самое жаркое место. Но нет, на самом деле, чем дальше от угля, тем в тандыре и прохладнее. Ну а рыбку повесим вот сюда, так, чтобы с рыбы не капало ничего ни на мясо, ни на курдюк. Под крышку подкладываю прокладку из влажного куска марли, для того, чтобы дым, лишний дым, не выходил, чтобы он все-таки успел здесь немножко поработать. И все. Накрываем крышку и подкладываем прямо на угольки таблетку с дымком. Термометр показывает, что все готово. Пора открывать и доставать. Но
пробовать это прямо сразу нежелательно. Надо дать остыть. Надо дать слегка проветриться всему этому копченому. Ну а теперь полюбуйтесь с рыбкой. Разве не золотая, а? Посмотрите, какая. Но это вы еще не видели, каким получился курдюк. О, вот это сила. Вот это сила. Остынет, нарежешь его, положишь на тарелочку. Сначала он бывает матовый, непрозрачный, а полежит на тарелке при комнатной температуре и становится прозрачный. Люди берут ломтик этого курдюка, кладут на язык. Ой, это я все вперед забегаю. Сейчас мы вам все покажем, подождите. Дайте время, дайте немного остыть. Ну и мясо со специями. Красота. Точнее, говяжий жир со специями. Может быть, так будет правильно назвать, но в любом случае, это очень вкусно. Встретимся через несколько минут. А пока 2 минутки на рекламу. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа. Каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп. Борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень рады. Законы жанра требуют, чтобы я сейчас отрезал кусочек и попробовал. Вот не знаю, что мне сказать, но сделаю я это с удовольствием. Подойди поближе, посмотри. Посмотри, как из этой рыбы. Что это течет? Жир, сок? Не знаю, неважно. Мне бы скорее попробовать. Она не сухая и рассыпающаяся. Она сочная, но еще слегка плотная. Вот самое оно. Отрезать по ломтику и вперед, и кушать. А помните, что я вам говорил про курдюк? Вот он каким стал, посмотрите. 5 минут прошло, как нарезали. Чтобы перебить рыбный вкус во рту, я закушу маринованной вишней. Вот эта вишня не из компота. Эта вишня консервированная. Точно так же, как консервируют помидоры, огурцы,
Хотите узнать, как это делается? Пишите в комментариях. А пока что за ваше здоровье. Ну, курдючок, я тебя съем. На самом деле жевать его не надо. Я сейчас покажу, подождите, я все неправильно сделал. Его надо положить на язык и провести языком по небу. И все. И сглотнуть слюну. И нет его. Такой курдюк должен попробовать каждый, кто хочет узнать, что означают слова «тает во рту». Вот этот курдюк на самом деле тает во рту. Говяжий жир бывает разный. Бывает такой, который очень тугоплавкий. И вот чуть-чуть остынет, и все, прилипает к небу. Но тот жирок, который расположен между слоями мяса на ребрышках, как правило, бывает очень нежный. Попробуем? Я не буду долго рассказывать. Мужчины меня поймут. Они знают, к чему лучше всего подавать вот такие закуски. А пока что, дорогие мои, я желаю вам от всей души приятного аппетита!